В безбрежных и таинственных водах Тихого океана жил дельфин по имени Сальто. Он был не просто дельфином, он был хранителем океанских тайн и другом всех, кто пересекал его путь. Сальто стал известен не только своим великолепным искусством исполнения акробатических трюков, но и своей любовью к приключениям. Каждый день он собирал своих друзей-дельфинов и вместе с ними исследовал яркие коралловые рифы, играл с жизнерадостными рыбами и наблюдал за загадочными существами, обитающими на дне океана. В тот день, когда все началось, Сальто решил посетить неизведанный остров, звучащий издалека как притяжение. Исследуя его, он заметил множество тайн, сверкающие ракушки, танцующие морские звезды и даже загадочные отражения, которые шептали истории древних времен. Однако, когда он погрузился в свои исследования, он неожиданно наткнулся на крупное коралловое образование, которое казалось дружелюбным, но на самом деле ждало своего момента. В его ловушку попали не только маленькие моллюски, но и ядовитые иглы, которые сделали Сальто медлительным и неповоротливым. В то время как Сальто попадал в бедственное положение, на поверхности океана отважные моряки на исследовательском судне «Океан» собирались отправиться в свое очередное важное путешествие. Их команда состояла из людей, полных надежд и мечтаний, каждый из которых искал свой путь в безбрежном океане. Капитан судна, опытный человек с добрым сердцем, заметил дельфина, выскакивающего из воды, и был поражен его резвыми прыжками. «Кажется, он зовет нас», — произнес капитан, и его команда, полная азартного вдохновения, бросилась к корме. Но в этот момент небо покрылось мрачными тучами, и на горизонте разразилась буря. Шторм налетел внезапно, как тень, завуалировав мир вокруг. Ветер завыл, а волны вздымались, как скалистые горы, и команда «Океан», сражаясь с яростью стихии, сделала все возможное, чтобы удержать корабль на плаву. Но буря оказалась слишком мощной. Корабль трясся, как тростник на ветру. В конечном итоге, в один момент, они столкнулись с подводными рифами, и океан разбился, сметая всех на своем пути. Спасатели выпрыгнули из своей посуды и, пытаясь найти укрытие, вскоре заметили льдину, которая плавала среди бушующего моря. Несмотря на стресс и страх, они выбрались на эту ледяную платформу, цепляясь друг за друга, но знали, что время бежит, а холод начинает пронизывать их до костей. Они оказались в ловушке, и надежда быстро угасала. В этот момент Сальто, отчаянно стараясь выбраться из сети моллюсков, понял, что его новые друзья снова в беде. Он нырнул в воду, оставив свои страхи позади. С его энергией и храбростью он пустился в путь, пробираясь сквозь бушующие воды, чтобы найти спасение для растерянной команды. Проходя мимо ядовитых рифов и могучих волн, Сальто, полон решимости, наконец заметил яркий огонек, который манил его. Это был другой корабль и следующее судно. Команда этого судна увидела плескающегося дельфина и вспомнила его акробатические номера. Они поняли, что этот дружелюбный дельфин — знак надежды на спасение. Сальто, перемещаясь вдоль течения, привел исследователей к льдине, где находились спасатели океана. Тем временем моряки заметили дельфина и поняли, что его поведение — это вызов к действию. Каждый из них, ободренный этой встречей, активно принялся бросать спасательные веревки и сами кинулись в холодную воду, чтобы помочь своим сородичам. Когда команда спасателей наконец выбралась на новый корабль, капитан с восхищением посмотрел на Сальто. «Без тебя мы были бы потеряны!» — произнес он, охваченный волнением.
Дельфин ответил сердечным трюком и выплеском воды, ощущая давление любви, наполняющее его сердце. Ему стало приятно, что он смог вернуть надежду в сердца людей и помочь спасти своих новых друзей. После утихания шторма и восстановления порядка среди экипажа команда решила отплыть к более безопасному берегу. Они были полны благодарности к дельфину, который, казалось, был единственной причиной их спасения. Сальто, уже освободившийся от моллюсков, вел с ними дружеские беседы, показывая свои акробатические трюки и вызывая смех. Когда корабль достиг берега, команда увидела маленькое прибрежное сообщество, где люди жили в гармонии с природой. Это место удивило дельфина, и он понял, что хочет больше узнать о взаимосвязи общества и океана. Жители острова были поражены красотой Сальто и вскоре начали организовывать духовые вечеринки, чтобы поздравить дельфина с его спасением моряков. Дельфин с радостью развлекал местных жителей, прыгая из воды и выполняя завораживающие трюки. А люди, в свою очередь, делились с ним своими историями о море. Они рассказывали о своих предках, которые уважали океан и свято воспринимали его как дом. Каждый вечер, собираясь у берегов, они вспоминали, как непросто было жить в таких жестоких условиях. Их рассказы напоминали Сальто о встряхивающих испытаниях, которые он пережил, и о своих друзьях, которых он спас. Тем не менее, Сальто всегда ощущал зов океана, который манил его гулять. Он знал, что его траектория была на грани нового приключения, и что он не может оставаться на одном месте слишком долго, даже если ему нравилось новое общество. В один ясный день, после очередных волнений и историй, он собрался на свой путь, прощаясь с островом и его жителями. «Берегите океан, и он позаботится о вас», — проговорил дельфин, прежде чем нырнуть в прозрачные воды. В его сердце успокаивалась звучащая мелодия достоинства и дружбы. В этой истории о Сальто, дельфине-спасателе, стало живым свидетельством, вскоре распространившимся по всем морским путям. Каждый раз, когда спасатели слышали его имя, они обретали уверенность в своем путешествии. Сальто продолжал свои длинные путешествия, повстречав множество существ, и каждый из них счастливо знает, что их герой, дельфин, пребывал рядом, готовый помочь. Затем, имея богатый жизненный опыт, он стал настоящим символом приспособленности среди морских обитателей. Он стал носить вместе с собой истории своих приключений, а его сердце заполнилось эмоциями, которые он передал своим друзьям. Ему не нужно было просить о помощи. Он понимал, что мир полон возможностей, а настоящие друзья всегда помогают друг другу в самых сложных ситуациях. Отток океанских вод освежал его, и Сальто снова и снова бросался навстречу новым приключениям. Он знал, что только так он сможет наладить глубокую связь между морем, его обитателями и людьми, которые, как и он, очень ценят жизнь. И когда бы он ни возвращался к берегам, холодное, уютное сердце дельфина всегда напоминало бы, как важны доброта и дружба, и как важно ценить каждый миг, проведенный в этом удивительном, полным тайн океане. Так шли дни и годы, и Сальто оставался верным хранителем своих воспоминаний, символом надежды для всех, кто пересекал его путь. Каждое утро начиналось с новых глубин, новых миссий помощи, новых друзей и новых историй, которые он мог бы передать будущим поколениям, как Библия о море. И когда на горизонте вспыхивало солнце, дельфин знал, что, как и в его судьбе, кто-то еще может нуждаться в его помощи, и это его звание
быть героем для тех, кто таких нуждается.